По поводу пенисов. What is circumcised? You remember when they cut your... Для вегетарианцев здесь, может, тоже не совсем прям идеально все. И поговорим о плюсах и минусах нахождения на Филиппинах. Начнем с минусов. С минусов. Блин, батарея садится уже. Ну, филиппинцы тоже, они имеют, в принципе, как и наш народ, имеет и плюсы, и минусы. То есть, да, они очень жизнерадостные, улыбчивые. Да, но вот единственный минус, это они любят музыку включать очень громко. То есть, если начинается там фиеста какая-нибудь у них, то рядом лучше находиться, потому что начнет болеть голова, кровь из ушей может пойти. Нормальная причина, если они кому-то мешают, ну, это считается для них, в принципе, нормой. То есть, а если ты сделаешь замечание, то на тебя очень сильно обидятся в лучшем случае. Нельзя. Ну, они еще такие обидчивые, еще как дети. Да, но зато очень такие позитивные. Всегда помогут в сложной ситуации. Там вот у меня бензин заканчивался несколько раз, когда я ехал на байке, просто забывал заправиться, и мне привозили просто так в бутылке. Ну, там ребята взяли, там, наверное, съездили за бензином в бутылку, набрали и привезли. Для меня минус здесь это то, что так отсутствие цивилизации, то есть я уже привык к такому в Москве, что ты можешь кнопку нажать на телефоне, тебе любую еду привезут, ну, там, Delivery Club, Яндекс Еда, все магазины объединены, ты можешь все заказать, плюс быстрый интернет, отсутствие быстрого интернета здесь, там, таких сервисов, как Яндекс, там, Яндекс Такси, Граб и так далее, то есть немножко как будто живешь в отсталых временах, телефон по карточкам, интернет по карточкам и так далее. Ну, мне, в принципе, нормально, потому что я сам немножко отсталый, поэтому... Ну, в принципе, да, если, если, например, если ты жил... из маленького города, да, но я хоть в Питере и жил, но все равно, как бы, ну, мне вот эти вот... Там каршеринги, лаги вот эти вот, чужды, да, они, всякие. Как бы я ими никогда не пользовался. Аренда байка там по приложению, ну, это все мне просто всегда нравилось. Вот. Здесь, конечно, такого нет, будет это не скоро. Здесь проще, да, вот в этом плане, да, но интернет очень поганый бывает, и система у них дурацкая там с этим глобом и смартом. Ну, если ты, да, жил все время в каком-то очень отдаленном месте, маленьком городке, то, в принципе, особо разницы не будет в России. После России, да. Это то же самое, что вы отправитесь лет на 20 назад, 90. Ну, так здесь же караоке орут, так же. Да. Также могут убить просто так. Ну, убить-то вряд ли могут. И ничего за это не будет. В Маниле, там в Сибу, конечно, все это, наверное, есть. Все эти приложения, все более развито. Интернет там быстрый можно найти. Но там не будет ни моря, ни вот мы, например, природы. сейчас сидим, прошли немножко до Букакова, здесь ночевали. И ну, то, что мы сейчас видим, это... Да, это в Маниле, там в Сибу этого сложно найти. Вот. Ну, плюсы и цены там, конечно, в разы больше. Минус в том, что, ну, билет дорогой, то есть особо не покатаешься в Россию, если хочется там возвращаться, навещать родственников или просто ездить чисто на зиму, потом возвращаться на лето в Россию, то это будет затратно по билетам. Это можно купить до какой-нибудь соседней страны, вот, за более дешево, и долететь просто сюда оттуда за 30-50 долларов. Медицина дорогая. Третий, да, минус это дорогая медицина, но она не особо дорогая, но по сравнению, допустим, с Америкой, вот я слышу, что Америка намного дороже. А мне бороду зашивали, я с мотоцикла упал, 10 тысяч заплатил. И причем это не так, как у нас, допустим, тебя сразу привезу, сразу все сделали. Нет, я сам доехал на мотоцикле, а потом прождал, наверное, часа 2-3, пока мне операцию сделают, там зашьют бороду. То есть здесь медицина примерно как наша, бесплатная, только платная? Да. Еще если ты со скорой поедешь, в копеечку улетишь тоже, там 1020 можно заплатить. А цены получается примерно как средние в России за медицину? Только сервис как у нас бесплатного? Да. Ну, может, из минусов еда кому-то не понравится, многим не нравится. Да, это зависит опять от человека. Местная еда многим не нравится. Мне нравится, наоборот, есть овощи.
Ну и для вегетарианцев здесь, может, тоже не совсем прям идеально все. То есть Из-за, да, Не как очень. казалось бы, да, фруктов полно все, но вот Димону что-то не нравится, это, наверное, потому что ему Не, мне постоянно нравится. бабуи тыкают носом. да, просто везде вот эти тут свинятину И едят. если ты приходишь, допустим, в магазин, это смешно. А если ты говоришь, типа, что я не ем свинину, Никто не понимает, да. и она и говорит, что ты муслим, короче, и все. Да, никто не понимает очень, ну как это. То есть тут нет такого. Ну, есть, наверное, в Маниле, там есть всякие хипстеры, модные веганы, вейперы, вот. А здесь вообще никто об этом и не слышал, и так странно просто относится. Кстати, уже больше не веган, он ел рыбу. Это я не буду вставлять. Вот, ну вообще можно находить, вот у меня друг приезжал, веган, и он приложение использовал, Happy Cow, и находил всякие заведения около вегетарианских, где просто есть меню вегетарианское. Но это в основном такие заведения не очень дешевые. Вот. Ну, зато фруктов дофига, и фрукты. Фрукты, я здесь первый раз вообще ел манго такое. В России я только Apple манго, ну, типа яблочный такой манго ел. И я даже не знал, что бывает другое. Когда здесь попробовал, просто подсел на него. И до сих пор просто ем уже. По первости 8 месяцев. покупаешь постоянно, а сейчас я знаю места, где можно его просто подобрать. Да, очень много потратить. для многих минус будет даже климат. Кому-то будет жарко. Вот. Ну и другой климат просто. Но если жарко, можно подняться повыше в горы, найти, снять жилье в горах, и не будет жарко. Это все тоже зависит от человека. То есть, вот как, почему мы вдвоем сейчас? То есть Димон, он более такого высокого уровня удобств, правильно? Если бы вы видели, как я живу, то многие бы из вас сказали, что там бомжара какой-нибудь, там, или что-нибудь в этом духе. Что многие из вас, если вы видите, как я живу, то не согласятся на это никогда. Я примерно всегда так жил, поэтому мне не особо что-то чувствует. Вот такая красота. Плюс и минус еще зависит от того, как ты жил до этого и вообще до твоих взглядов и убеждений. Да, в принципе, и если ты от там твоего кошелька, сколько ты зарабатываешь. все, в принципе, если ты все ненавидел, просто убегаешь от каких-то проблем, естественно, здесь встретишь такие же проблемы, просто, может, немного другие. Поговоришь с соотечественниками, они могут очень много минусов найти. Зависит от человека, кто как привык жить. Да. Плюсы, то есть погода первая, то есть здесь всегда тепло, Даже в дождливый сезон, сейчас сезон дождей. Да, практически круглый год одинаковая погода, всегда тепло. Постоянно примерно солнце встает в одно время, солнце садится в одно время. Да, то есть то удобно есть нету график держать. Я уже с октября здесь живу и уже настолько привык вставать в одно время с рассветом и ложиться примерно в одно время. То есть не так сложно перестраиваться. Второе — это море, океан. Очень чистое. Кстати, да, по поводу моря. Вот он уронил девушку свою на мотоцикле, она обожгла ногу. И ей что, врачи посоветовали, иди в море купайся. Сразу после этого у нее стала нога проходить. Да, я писал при том маме, у меня мама 20 лет работала в ожоговом отделении и много знает об ожогах. Я спросил ее совета, вот, она там спросила фотографию, показала фотографию, она говорит, это глубокий ожог, типа ей нужно к хирургу идти, к врачу. Вот, ну я говорю, Нави, ты не пойдешь, это очень дорого. Не, я Нави говорю, пойдем к врачу. Да не, какой врач, не надо. Уговаривал, потом пошли в море, просто сразу после купания у нее рана начала высыхать. То есть было уже... И нога отсохла. Пошло уже какое-то воспаление, но она просто в море искупалась и все. На следующий день уже стало ровно и прям очень быстро стало заживать. Я думал, там будет шрамище какое-то глубокое, в итоге уже практически не видно. Чистая прозрачная вода, кораллы, богатый подводный мир очень. Да, можно наткнуться на что угодно. Там здесь Китай видел, сам не видел, но фотографии видел, вот как раз в Дубине, где мы купались. Черепахи постоянно. То есть здесь очень большой процент вообще всех существующих видов подводного мира и кораллов. Потом плюс это визовая политика. Это, наверное, вообще второй фактор, почему сюда многие
едут на долгий срок, потому что очень легко получать визу, продлевать ее, просто платить там около 2000 песо, да? В месяц выходит 1300. 1300, да, где-то в месяц примерно. Я с батей продлевал на двоих на полгода за 15 тысяч. Ну да, я где-то за 7, за 8 продлевал на полгода. Вот. Ну, всегда цена еще меняется, но так незначительно. Неизвестно, каким образом, но она меняется. Да, постоянно меняется. Это может быть от настроения, я не знаю. Вот, но очень легко ее получать, продлевать. То есть первый месяц не нужна виза, потом приходишь, продлеваешь, и можешь каждые 2 месяца или каждые полгода продлевать. И просто по истечению 3 лет нужно выйти за другую страну, вернуться обратно, сделать визаран. Вот, потом цены здесь невысокие. Ну, если брать в среднем там в мире. Если идти в Робинсон, то так же, как в России сходить в магазин, то же самое. Да, в торговый центр. Но это такое считается элитное место, там где... Там все накрашенные ходят. У них как в Робинсон сходить, это как на смотрины. То есть они красятся, наряжаются и идут в Робинсон. То же самое по церкви тоже. То же самое. На $1000, например, здесь можно нормально, хорошо жить. Также здесь большое разнообразие, все-таки это острова, и всегда можно находить что-то разное. Вот. Ну, это, в принципе, как и в России. Россия большая, можно много путешествовать, не выходя за пределы, так и здесь. Потом, плюс люди, да, приветливые, это мы уже говорили. Приветливые, да, отзывчивые люди. Большое преимущество то, что здесь английский язык. Не везде прям все его знают, там в деревне какой-то его не будут знать. Но по сравнению с другими азиатскими странами, да, здесь говорят намного лучше. Ну, здесь считается английский язык как официальный. На нем даже преподают в школе. И все документы, все на английском языке. Ну и может есть, я не видел. Все вывески, да, все в основном на английском. Так, ну еще вот я считаю плюсы, это много стран поблизости тоже интересных, и куда можно дешево долететь. Это удобно, на самом деле. Андрей, please. Андрей. Кстати, по поводу стрижки. Здесь я стригусь за 35 песо. Да, здесь вообще услуги очень дешевые. И зачастую они даже лучше, чем в России. То есть я в России постригу там, какую-нибудь канатку тебе сделают за сколько, 50, может, рублей. Притом, здесь 35. Притом это прям, такие барбершопы, они здесь помешаны все на стрижках. Хорошо очень стригут, и там любую тебе модную прическу сделают. Бороду сделают, да, побреют тебя там. Да. Лобок. Прям барбершоп, вот как в Москве. Только в Москве это там за 1500 рублей. Здесь 50 песо. Кстати, по поводу пенисов. Не знал такую ситуацию, но здесь присутствует обрезание. Да, хотя это не мусульманская страна. What is circumcised? You remember when they cut your... Yes. What you say? I need freedom, give me freedom, yes? Так, такие плюсы, такие минусы. В общем, это все зависит очень индивидуально от человека. Вот. Ну, в целом как-то так. Если у вас есть еще какие-то вопросы, да, пишите комментарии обязательно, потому что это поможет поднять его канал. Я не знаю просто еще. Что вам надо вообще? У меня есть примерно наброски, какие темы, но может еще какие-то темы интересные. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забываем. Ну и комментарии, пожалуйста, это прям очень подбадривает меня, если вы пишете комментарии. Я еще ни одного не написал. Даже если это будет какая-то критика, то, уже писали критику по поводу того, что я плохо говорю. Вот. Мы будем просто работать над этим. Вот. Может, какие-то, еще вещи, которые интересны и над которыми нужно поработать. Все, пока.